Не люблю я вождистские модели. Есть станция Беньямина, я не знаю, в честь Нетаньяху, не в честь Нетаньяху. Есть станция железнодорожная Нетания. Я вот тебе привел пример конкретных названий станций, которые просто, отсылки дают прямые. Я не люблю эфиопов, потому что они дикие. Они ведут себя как дикие некоторые, прям реально дикие. А ты звонишь в Битуах Люми, а там русскоязычные бабки, колбасная Лия, начинают тебе говорить, а мы не занимаемся социальной защитой граждан. А я говорю, в смысле мы не занимаемся? А за что я деньги вам плачу, зарплаты каждый раз? Тогда дело не в страховке получается. Он стоит, кивает. Я говорю, discriminated state. Он такой кивнул, так напрягся, как бы, discriminated state, блин. Я же плачу налоги, как бы, по полной программе, ребят, какого хумуса здесь происходит, как бы. И он на таком четком британском акценте такой говорит, you are gay or natural? Я бы не удивился, если бы я, знаешь, в этот момент, когда мы с этим чуваком разговаривал, я ему сказал, что мне неинтересно, 10 бы патриотов Израиля выскочили бы и сказали, ты не патриот, как так? Суть этого государства в некоторых аспектах, это государство тебя... Всем привет! Сегодня у нас третья встреча с Анатолием из Хайфы. Да-да, тот самый Анатолий, с которого вообще когда-то начался мой канал. Так что можно сказать, что без него вы бы сейчас смотрели что-то более спокойное и менее раздражающее. В первой части Анатолий рассказывал о своей репатриации и первых впечатлениях о жизни в Израиле. Во второй мы уже разбирали ваши комментарии, среди которых было очень много любви, поддержки и, конечно же, добрых пожеланий вернуться обратно. И именно тогда я уже начал задумываться о новом формате «Чемодан-вокзал». Давайте я вкратце расскажу вам суть этого формата для тех, кто еще не знает. Сюда возвращаются герои из прошлых выпусков, чтобы рассказать, что изменилось в их жизни, ответить на ваши комментарии и обсудить темы, которые не вошли в предыдущие выпуски. Где-то 7-8 месяцев назад мы снимали с Анатолием вторую часть. За это время у него накопились новые истории и новые выводы о жизни в Израиле, которыми он жаждет поделиться с нами. Сегодня мы встречаемся уже в третий раз. А значит, у вас снова появится возможность написать, как Анатолий ошибается и что он понял неправильно. Ну и, конечно же, мы начнем с ваших комментариев. Я выбрал самые острые и самые провокационные, чтобы Анатолию было сложнее ответить. Все как мы любим. Уверен, что мнение Анатолия понравится далеко не всем. Поэтому после просмотра обязательно напишите, с чем вы не согласны. Итак, устраивайтесь поудобнее. С вами Алексей Шенкер, Израиль без иллюзий, в формате «Чемодан-вокзал». Поехали! Привет, Анатолий. Привет. Ну что, давай начнем. Давай с комментариев, уже по старинке. Сейчас буду зачитывать те комментарии. Зачем ты уехал в Израиль? Почему именно Израиль, а не другие страны? Как так получилось, что в эпоху интернета ты не смог собрать достоверную информацию об Израиле, прежде чем туда поехать? Сразу, давай по порядку. Почему именно Израиль? Смотри, начнем с этого. Почему я информации не нашел и так далее. Информации не нашел по одной простой причине. У нас на Дальнем Востоке с интернетом вообще начались проблемы. Даже сайты не открывались муниципалитетов израильские, вообще не открывались. То есть там глушили, блокировали. Там не то, что гостиницу не забронировать. Там просто элементарно сайты не открывались. Так ты уехал уже после начала войны, получается? Война была уже год. Я еще год прожил, когда война шла полным ходом. Просто почему я уехал в Израиль и почему именно Израиль? Я рассчитывал, что все-таки родственники как-то будут помогать, какие-то базовые знания хотя бы смогут дать. В итоге там почти никто из родственников толком не помог, за исключением одного человека. У тебя здесь родственники есть? Да. Вот. Второе, я рассчитывал на медицину все-таки, на медицину по ребенку. Потому что я думал, что ребенок как бы мой, я думал, что здесь помогут вытащить все-таки проблемы, которые есть у ребенка. А что у него за проблемы? Аутистический спектр. Там никто этим заниматься не будет и не занимался бы никто. Я рассчитывал, что здесь как-то, поадекватнее в этом плане будет. И как-то, тоже здесь свои бюрократические приколы начались. Но здесь было поадекватнее или нет? Я не знаю, потому что не успели воспользоваться этой опцией. Нас гоняли несколько месяцев в течение всего этого года по инстанциям, экспертизам, тестам, местам. И плюс еще выяснилось, что ребенок то, что. И поэтому разбежались, да. Так почему именно в Израиле, а не в другую страну? Потому что, мне, допустим, поехать, например, в Южную Корею, скажем, получение рабочей визы или, неважно, там, брачной визы, там, в любой другой стране, там, предположим, это, время.
Плюс я еще ехал с женой и ребенком тоже, соответственно, как бы, допустим, брачная виза как бы не вариант, то есть рабочая виза, вид на жительство, потом сдача еще каких-то там процедур гражданства, там, ну, 5-7 лет занимает процедура. А почему не в Америку, не в Европу? А далеко очень, далеко. Южная Корея была самым близким вариантом, то есть я рассчитывал в Южной Корее сесть какое-то время, то есть прям легально, то есть я прям визами занимался, документами, то есть я прям искал. Южная Корея типа близко к твоему городу, правильно? Она ближе всех из развитых стран к Дальнему Востоку. Ближе только Китай и Южная Корея, наверное, ну там Япония. Ну Япония хрен ты попадешь с российским паспортом, то есть там вообще ты не заедешь. Ну опять же, с российским паспортом куда-то заехать очень тяжело. Я еще хотел сказать отдельно такой момент интересный. Я когда приехал в Израиль, был потрясающий момент. Я помню, мы когда работали, нас на развозке возили на автобусах таких, по типу маршруток. И на всех маршрутках было написано VIP-сервис. И у меня такой диссонанс вызывал эта надпись VIP-сервис, потому что то ли я какой-то не VIP, то ли это сервис ни хрена не виповский, потому что, ну, я понимал, что такое виповский сервис, потому что я летал когда-то в бизнес-классе, я понимаю, что это такое в самолетах, например. А у тебя маршрутка, на которой написано VIP-сервис, и ты везешь потнючих работяг с завода, которые все пахнут всем, чем только можно. Как-то, ну вот, не укладывалось одно с другим. У меня уже тогда были вопросы, когда я только приехал, это одна из первых работ была у меня в Израиле. VIP-сервис, наша доставка. Ну вот если говорить про сервис, давай поговорим про историю с стиральной машинкой, которая у тебя случилась. Сейчас это вообще, это хохма просто была. Сломалась стиральная машинка в доме. Как бы обычная история, в контракте все прописано, договор, все прописано между мной и владельцем квартиры. Что это его зона ответственности, ну, ничто не вечно, 2 года при мне машинка отработала, честно. То есть я не стирал в ней там песочные какие-то рабочие одежды после там мазута или еще чего-то. То есть обычная нормальная стиральная машинка для белья, вещей, там еще что-то. Значит, я ему говорю, машинка сломалась, но я вижу, двигатель работает, я слышу, но барабан не крутится. Машинка с верхней загрузкой. Я ему пишу, он говорит, посмотри фильтр, может быть фильтр сломался, посмотри, вытащи из розетки, посмотри, может быть там сломалась карта. Я уже так, ну, аккуратно, сдержанно, ну, как бы, тем не менее, пишу, говорю, слушай, ну, я же не похож на человека, которого совсем, если я слышу, двигатель работает, а барабан не крутится, это, ну, не связанные вещи с фильтрами и так далее, как бы. Ну, ладно, посмотрели, вызывает мастера, стали разбираться, кто мастера будет этого оплачивать. В итоге мастер оплачивал хозяин квартиры, мастер пришел, посмотрел, сказал, восстановлению не подлежит под замену, потому что центровой вал сломался, который вращает этот барабан. В итоге с доставкой просто вообще удивительная история произошла. Хозяин оплатил новую машинку, я ему скинул размеры, он попросил размеры, санузла прислать, я ему прислал размеры, он посмотрел размеры, все, купил машинку стиральную. И как бы мы звоним в эту фирму, которую он уже оплатил, все, то есть сделка купли-продажи есть. То есть он оплатил, все, вопросов нет. Это не его вина. И мы звоним в эту фирму, там пытаемся с ними разговаривать, они говорят, у нас доставка с 2 до 5, мы доставляем. Ну, я говорю, ну хорошо, ребят, отлично, я работаю там до 3, условно говоря, в 4 я дома, встретились, доставили, все классно, ну, молодцы, давайте. Нет, мы работаем с 2 до 5, вы должны в это время. Я говорю, и что я должен весь день тусоваться, ждать, пока вы приедете, как бы разговаривали с ними, разговаривали без толку, они с 2 до 5, ничего не знаем. 2 недели они мурыжили мне голову, я ходил в прачку, стирал там вещи. В какой-то момент меня заколебало просто, я уже говорю, ну хорошо, ребят, ладно, давайте доставку, все, я вас жду, приезжайте. Он мне звонит в час дня. Говорит, я на месте. Я ему говорю, а я на работе, старина, еще. Он говорит, ну как же, вот мы договаривались. Мы вообще-то сказали с 2 до 5, а ты мне звонишь в час вообще. Он мне начинает что-то там плакаться, хныкаться, говорит, да вот, да так нельзя, да вот. Мы доставщики великие, там. Я говорю, ну совланут тогда. Я 2 недели слушал ваши сказки про то, что вы там великие доставщики. Там чувак сразу погрустнел очень, начал плакаться риэлтором, которая риэлторская фирма, посредник в этой ситуации была. А при чем тут риэлторская фирма? При том, что договор аренды помещения, он был через риэлторскую фирму, и оплата была через риэлторскую фирму. А магазин не хотел доставлять почему-то эту машинку и морочил голову. Не знаю почему, кстати. И в какой-то момент он начал плакаться, потому что его сразу за недоставку натянут.
Он начал плакаться, в итоге он эту машинку стиральную скинул риэлтором в офис. А я, поскольку начальника этой риэлторской фирмы знал, начальник над всеми начальниками, я его знал, потому что мы делали проекты когда-то для него, там делали квартиры, деленки, еще там кучу. Я ему позвонил, сказал, ты знаешь вообще, что твои хлопцы как бы делают, потому что, ну, как бы, не камильфо, 2 недели я ждал машинку стирали, еще буду 2 недели ждать, пока они из офиса ее доставят. Он говорит, как 2 недели? Ну, вот так 2 недели. Он, видимо, дал им нагоняй хороший. И они доставили эту машинку уже вечером. Нашли каких-то грузчиков, доставили эту машинку. Там еще была отдельная история, они говорили, что якобы надо, чтобы еще отдельный человек подключал, иначе будет потеря гарантии машинки. Там подключал что, 2 шланга, подключение воды, слив воды и розетку. Так и что, ты в конце сам подключил? Я ничего не подключал, приехали 2 русских пацана, я им сказал, вы что, машинку подключите? Они говорят, ну как бы. Я сказал, хорошо, ребят, я вас замотивирую, а вы поможете мне. Я их замотивировал, бонус 50. Они подключили сами, потом звонит мне там этот, который молодой парень, говорит, типа, а вот, а что там, а кто-то подключал машинку, не подключал, говорю, ну, твои ребята подключили. Говорит, как, они не имели права, я говорю, ну, это вы там сами разбираетесь, кто имел, кто не имел, я ничего не знаю. Я 2 недели еще ждать не буду, пока там какой-то Вася придет с 2 до 5, чтобы 2 кабеля подключить, ну, это какой-то полный абзац в этом смысле, ну, я просто не знаю, это доставка с точки зрения доставок, как это работает в Израиле. Я раньше-то на это внимание обращал, потом с хозяином ресторана одного разговаривал, он говорит, причем я это видел ситуацию прям на базаре, вот где я живу, там ситуация. Я раньше обращал внимание, там сидит все время мужик какой-то с 2 бойцовскими собаками. И он в вечернее время там тусуется всегда, ночью. И я не понимал, как там тусуется все время. А потом я посмотрел, я понял, оказывается, вот эти все доставщики, которые, они совершенно в этом плане, вот им просто пофигу. Они берут, просто приезжают на базар, выгружают вот этот палет, поддон, мештах, просто вот так вот, брук, и уехали. Никаких, ни счет фактур, ни документов, никуда сдал, принял, подписал, нифига. Типа все электронно, ничего не знаем, мы доставили, фотографии отправили, получать, мы типа доставили. В 4 утра. Кто приходит из нормальных людей в 4 утра на рынке торговать яблоками или апельсинами? А они привозят в такое вот время, потому что им типа так удобнее. Ну, типа, чтобы без пробок доехать? Ну, я понимаю, но вот, допустим, ты предприниматель, тебе надо там арбузы выложить. А по-твоему, как надо в 8 утра привозить? Не, ну они привозят в какое-то время, вообще не, ну в 6-5, там, я не знаю, они привозят в 4 утра. И вот этого мужика, видимо, там поставили, просто все между собой скинулись, там кто-то, я не знаю, чтобы ничего не пропадало, видимо, у них. Потому что они там, кто-то привозит рыбу красную, кто-то привозит там овощи, фрукты, кто-то там еще что-то. То есть... А про Тему что ты хотела сказать? Тему 2 недели я ждал доставки, в итоге самовывозом я вообще в каком-то левом магазине это забрал, потому что доставки в то время, в которое надо было, ее нету. Они доставляют до 2, до 3, они не доставляют в вечернее время 4-5, они не доставляют. А брать хофиш просто в ожидании возможной доставки, которая может не случиться в этот день, это, ну, как бы такая история. То есть у тебя должен быть дома кто-то, кто, ну, дома мониторит ситуацию, как бы, скажем так. А как если даже вот Анатолий еврей может жениться в Израиле на арабке? Со всеми волокитами по галахе еврей может жениться только на еврейке, даже если невеста русская. А так все едут жениться кто куда. Кто на Кипр, кто в Прагу, кто в Албанию. Другой вопрос, что это за арабка такая, которая может выйти за русского еврея? Христианка? Мусульманка точно нет. Для этого русский еврей должен принять их веру. Смотри, насчет веры и насчет вот этого всего. Во-первых, это не является прям, знаешь, там 100% обязательно принятие веры и так далее. Во-вторых, наверное, этот вопрос больше адресован, скорее всего, девушке моей, нежели мне, но я постараюсь как-то марку держать, ответить на этот вопрос от себя. Когда мы с ней познакомились, то есть для нее не было секретом, что я из России и так далее. Зависит от семьи, что ли? Да, очень сильно зависит от семьи, и очень сильно зависит от того, религиозная семья, нерелигиозная. То есть есть огромное количество, на самом деле, реально восточных женщин, которые, ну, как бы не против вступить в нормальные отношения. Им не надо вот это, полигамные браки, вот это все. То есть с той стороны там тоже есть огромный запрос на нормальные, адекватные отношения. Так она не хочет, чтобы ты мусульманином стал. Нет, причем здесь мусульманином? Это не является обязательным условием принятия веры. А ты сам хочешь принять веру? Стать мусульманином? Ну, это сложный вопрос. Это дело добровольно, как она мне сказала. Ну вот я тебя сейчас спрашиваю, ты сам хочешь или нет?
Я об этом думал. Ты как бы задаешь вопрос такой, знаешь, я еще не принял для себя стопроцентного решения. Ну, как бы, допустим, я и раньше никогда не пил, это не связано было напрямую, например, с запретами. Кстати, вот этому персонажу, который комментарий написал на заводе, еще один привет, он себя позиционирует, кстати, как мусульманин, и в пятнице работает, и бухает еще. И хвастался, как он водку пьет. Какой он мусульманин еще, я бы поспорил по этому поводу. Просто принятие веры — это дело добровольное, но тут опять же дело личное, наверное, каждого. С арабкой я бы не стал связываться, если она не христианка. Если мусульманка, то такая связь опасна для жизни обоих. Основная опасность со стороны ее братьев. Смотри, с семьей я уже познакомился, я знакомился с родственниками, с некоторыми общались, абсолютно адекватные, здравые люди. Я, по крайней мере, не наблюдаю такого, чтобы там была какая-то опасность, заманухи какие-то, нет. Это нормальные человеческие семейные отношения. И куда вы поедете жениться? В Грузию. А как сейчас Анатолий после начала войны с Ираном? Ну, война уже закончилась. Стал заниматься спортом, заниматься своим здоровьем, как-то больше вкладывать в себя, в свои какие-то знания, образование. По питанию начал смотреть больше, потому что у меня там гормональный сбой в организме произошел из-за стрессов и так далее. Нифига хорошего. Просто ты можешь сколько заниматься, сколько угодно самовнушением и говорить все хорошо, все замечательно, а потом прийти сдать анализы, увидеть, что у тебя там кортизол просто в недопустимых нормах, а другие показатели прям вообще, то есть как бы не должно так быть. А что ты вообще думаешь про войну и чем она закончилась? Вот Нетаньяху сказал, что все цели достигнуты и мы победили. Смотри, насчет цели достигнуты, и мы победили. Есть станция Беньямина, я не знаю, в честь Нетаньяху, не в честь Нетаньяху. Есть станция железнодорожная Нетания, тоже созвучная, не знаю. Вот заметил, вот особенно вот в таких персоналистских режимах, вот по типу, как знаешь, в Советском Союзе был там город Сталинград, Ленинград, там Свердловск, они там переименовали Екатеринбург, там еще что-то. Ну вот не люблю вождистские модели. Так у нас же демократия, что ты такое говоришь? Я вот тебе привел пример конкретных названий станций, которые просто, ну, отсылки дают прямые. Тут далеко ходить не надо. Конечно, это все скажут совпадение, безусловно, но я в такие совпадения, ребят, не верю. Так ты не ответил, что ты думаешь про окончание войны? Я думаю, что это затишье перед большой бурей. Я просто понимаю, что Израиль существует на сегодняшний день только благодаря поддержке Соединенных Штатов Америки. Исключительно. Если поддержки Соединенных Штатов не будет, я имею в виду экономическую поддержку, я имею в виду военную поддержку, я имею в виду поддержку в области разведданных со спутников и так далее. Я имею в виду поддержку, в том числе военными базами, которые находятся, я думаю, где-то здесь рядом, и не только здесь, и в соседних каких-то странах. Так если ее не будет, что будет? Ничего хорошего не будет. Ну как не будет? Всегда будет поддержка. Нет, я говорю тебе о том, что ничего хорошего для Израиля в этой парадигме. На сегодняшний день мы увидели президента Трампа, который, по сути, капитулировал перед Ираном в глазах всего мира. Потому что Иран просто сказал, мы нефть не будем продавать и не будем пускать. И езжайте в обход Африки или как хотите, куда хотите. И просто все вот так схватились за голову, прикинули Великую депрессию или топливные кризисы 70-х годов. Я не знаю, что у них там дежавю сработало. И они откатили назад и сказали, все, товарищ Иран, мы договариваемся. Непонятно, кстати, на каких условиях они вот договорились вообще. Потому что вроде как бы они соглашения там переписывали, меняли. Но у меня ощущение, что это затишье перед бурей до следующего какого-то конфликта. Так ты думаешь, что будет снова конфликт с Ираном? Но базовые вещи не решены. То есть у них как бы радикальный ислам, в рамках которого как бы они просто смотрят на вот страну Израиль и воспринимают ее как 404 как бы просто вот. То есть реально в некоторых исламских странах там даже на карте нету этой страны просто по факту. Просто нету и все, как бы они просто на уровне даже школьного образования, они называют всю эту территорию Ливан некоторые. А Израиль они воспринимают как какое-то аномальное явление просто вот. А ты вот сам как считаешь, победил Израиль или проиграл в этой войне? Сложный вопрос, потому что Израиль действует в коалиции с Соединенными Штатами Америки. Если говорить с военной точки зрения, Израиль сделал много. Вот этих всех операций, ударов, стрельбы там и так далее. Но вот как ты считаешь, стало безопаснее после этой войны? Вот до 7 октября и после 7 октября? После 7 октября граждане Израиля узнали, что государство не совсем хорошо защищает государственные границы, мягко говоря.
Но вот как по-твоему, может ли это повториться? Я думаю, если не будет смены власти и не будет четкого понимания у людей, что такое внешние враги и как с ними надо бороться, я думаю, может вполне. Так психика устроена у человека, он не хочет себя накручивать, о, все плохо, все плохо, все плохо. Потому что с ума сойдешь просто. И люди как бы ищут оправдание вот этому нелепому поступку, который произошел 7 октября, когда просто правительство людей как бы, слило, грубо говоря. Я не знаю, чья это была вина более конкретно, но факт остается фактом. Мне вот больше интересно, что некоторые чиновники израильские забыли на острове Эпштейна. Как вообще они тратят средства налогоплательщиков? Вот это абсолютно какая-то лютая история. Привет, меня зовут Алексей Шенкер. Хочу сказать вам спасибо за то, что смотрите мой канал, поддерживаете меня лайками, комментариями и своим участием в обсуждениях под видео. Для меня это действительно важно. Я стараюсь придерживаться графика и выпускать минимум одно видео в неделю, а иногда и два. Но хочу рассказать вам о том, чего зрители обычно не видят. Сейчас выпуск видео уже поставлен на поток, и для этого мне приходится пользоваться помощью монтажера. И каждый выпуск это не только время и съемки, но и вполне реальные расходы. Поэтому если для вас важно, чтобы канал продолжал развиваться, а мы оставались на связи и дальше, буду благодарен за любую финансовую поддержку. Все способы для донатов размещены в описании под каждым видео. И еще один важный момент для вас. Сегодня мой канал смотрит почти 100 тысяч человек в месяц, и эта цифра продолжает расти. Поэтому я готов к сотрудничеству с проверенными и надежными израильскими бизнесами, которым близка моя аудитория и формат канала. Речь идет только о нативных рекламных интеграциях, без навязчивой рекламы, и только с теми проектами, за которые мне не будет стыдно перед своей аудиторией. Я работаю на заводе, где он работал уборщиком. Что могу про него сказать? Приехал он с РФ, с головой не дружит, на заводе он всех задолбал и работал с 7 до 5. И снимали перерыв 45 минут. Он большой фантазер, бегал по заводу, на всех стучал. Однажды подошел к охранникам и сказал им, чтобы обыскивали сумки на проходной, мол, рабочий ворует мыло. Охранники его послали куда подальше, одним словом, обманщик. Ну, я понял, как бы человек реально, вот он про себя, наверное, говорил, когда говорил, с головой не дружит, это он, наверное, себя имел в виду. Что я могу сказать? Если это тот персонаж, про которого я подумал, там два было персонажа. Один персонаж был отбитый на всю голову, в буквальном смысле. Мое знакомство началось, там было 2 смены. Я работал в одну смену, было 2 смены, которые работали, одна смена работала день, вторая смена работала ночь. Они работали посменно, а я работал чисто день. У меня в условиях все было прописано, сколько часов я работал, их не касается вообще, сколько было прописано, столько я и работал. Как говорится, я чужого не брал и своего не отдавал. Я пришел к ним туда, в одну смену я отработал, все нормально, смены поменялись, я попал в другую смену. А там такой нюанс был, там есть у работяг контейнера по типу бытовок маленьких. С кондиционером. Ну, там кондиционер, вода попить, еще что-то. Такие мелочи, которые есть в компании. И все, я прихожу, дергаю дверку, она закрыта. А в той смене не было проблем. Зашел, воды попил и так далее. И они такие, там, с 3-й попытки открыли эту дверь. Я говорю, что вы закрываете-то? Вот мы, боимся эфиопов. Я такой, в смысле боитесь эфиопов? Ну, вот эфиопы заходят, у нас еду берут, Какие? А там 2 бытовки было. Одна бытовка была, где собирались вот эти все русскоязычные, а вторая бытовка, где эфиопы. И так далее. Он говорит, вот заходят эфиопы, у нас еду, забирают, вот они такие плохие. Я говорю, в той смене-то они не закрывают, ребята, никто вроде у них ничего не забирает. В чем вопрос вообще? Какой-то ерундой занимаетесь. А он говорит, давай нам 5 шекелей. И мы тебе ключ сделаем. Я такой говорю, нифига себе ты придумал, дядя Вася. А не послать бы мне тебя куда-нибудь по ссылке в описании. Это прям вот дословно, прям такого откровенного вымогательства я не ожидал. Прям в открытую, потому что я говорю, ребят, я такое не поощряю. И вот с этого начался наш заруб с этим персонажем. Это именно про того, кого я подумал, если это тот. И у нас постоянно с ним были какие-то приколы. Он бумагу зачем-то постоянно тырил рулоны, прям постоянно у него. По поводу того, что он постоянно людей там провоцировал, с каким-то маргизатчиком они там подрались. Якобы они не могли разъехаться, там был момент такой, я этот разговор просто увидел случайно.
То есть человек вел себя просто максимально вульгарно, провокационно. По поводу того, что охранникам я говорил, охранникам я один раз сказал, потому что мыло пропадало. Они постоянно тырили мыло, было прям флаконами целыми. И начальство мое постоянно мне мозги за это мыло выносило. Причем мне приходилось ходить на склад, выписывать эти мыло, рулоны, там еще что-то, короче. В конечном итоге все закончилось хорошо, более-менее. Я свой месрат получил отдельный, подальше от этого персонажа. А он в своей будке, которую он закрываться любил, тусовался в своей будке. Его гнобят евреи, а не любит он почему-то эфиопов. Я не люблю эфиопов, потому что они дикие. Они ведут себя как дикие некоторые, прям реально дикие. Нету, понимаешь, плохих наций. Есть плохие люди, нет прямо конкретно эфиопов. У меня есть неприязнь к конкретным людям, которые у меня вызывали отрицательные эмоции. Я, например, работал в одной компании, где была тетенька, которая переехала сюда из ЮАР. И она такая ярая сторонница апартеида, противница того, что Нельсона Манделу выпустили. Ну такая прям, короче. И как бы я вот, например, не уверен, что таких людей, наверное, в Израиле надо продвигать куда-то. Потому что это не очень здраво. А вот здесь вопрос про патриархат. Анатолий считает справедливым порядок, где он обеспечивает женщину строго в рамках бюджета, который есть, а женщина должна его слушаться. Работодатель Анатолия тоже считает справедливым порядок, где он обеспечивает Анатолия строго в рамках бюджета, который есть, а Анатолий должен его слушаться. Вопрос. Раз Анатолий так гармонично совпадает по взглядам на жизнь со своими работодателями, то откуда у Анатолия к ним претензии? Не это ли тот самый патриархат, которого искал Анатолий? Смотри, есть вещи, которые прописаны в контракте, а есть вещи, которые прописаны так, имеют возможность двойных, тройных толкований. В частности, есть, например, поставленные задачи, а потом, например, там в порядке исключения они начинают мурыжить человека, вот надо здесь помочь, а вот надо там помочь. И как бы я стараюсь за рамки не выходить и не делаю больше, чем от меня требуют, и не делаю меньше, чем мне надо делать по условиям контракта. То есть я не выхожу за рамки. Вот это вот помогите, давайте выгрузим 5 контейнеров с мешками с солью. Не-не-не, ребята, мимо. Работодатель тоже, кстати, вот говоря вот по поводу обеспечения, тоже там заруб произошел с одной хеврой, когда просто компания не оплачивала праздники, например, хотя она обязана была это оплачивать по факту. Очень часто бывает такое, что в компании новые репатрианты приезжают, и им не начисляют ни пенсии, нифига вообще. То есть, если вернуться к этому комментарию, получается, что компании нарушают договор, а жена в патриархате не нарушает. Да, они очень часто не соблюдают сами этот договор, иногда его просто нарушают. Ну, вот простой пример тебе приведу из жизни. Я вот пришел на собеседование в одну компанию. И мы сидели, разговаривали по поводу работы, обсудили условия, все обговорили. Все, у нас компенсация проезда, все, платим столько, работы столько, времени столько. Я говорю, хорошо. Стали заполнять документы, и он говорит, ну ты понимаешь, зависит от района, где ты живешь. Вот у тебя есть в районе скидка 50% якобы, значит, мы можем тебе вот 50% оплатить. Я говорю, подожди, родной. Допустим, ты работаешь в фирме, в любой, есть компенсация проезда. Она составляет там смешные какие-то 300 шекелей сейчас там с чем-то. Но, допустим, они говорят, а мы тебе 300 шекелей не дадим, потому что ты живешь с районом рядом, в котором у религиозных скидка 50%. Я говорю, ребят, ну, во-первых, как моя личная скидка, где я живу, касается вашей компании. Ваша компания же там не зарегистрирована, во-первых. А во-вторых, объективно говоря, я эту скидку получить не могу, потому что у меня коммунальные платежи, а там по условиям, чтобы получить эту скидку, надо предоставить коммунальные платежи, что ты там прописан. Мало того, что там прописано, надо еще коммунальные платежи, чтобы на тебя были оформлены. А я эту скидку получить не могу, потому что у меня коммунальные платежи включены в стоимость аренды. Я ему говорю, смотри, у меня есть договор аренды, где коммунальные платежи включены в стоимость аренды, я не могу никакие скидки получить, во-первых. Во-вторых, как бы, ну, это моя личная скидка, причем она здесь и так далее. Да нет, они смотрят по району, где человек зарегистрирован, столько денег выделяют, вот посмотри, Министерство транспорта. Я говорю, подожди, родной, при чем здесь Министерство вообще транспорта, что ты мне рассказываешь? Я говорю, вот в твоей логике рассуждать, смотри, у тебя есть Маадон, не знаю, там, в каком-нибудь продуктовом магазине скидочная карта? Он говорит, ну, есть. Ну, давай мы тебе не доплатим сумму скидок, которую ты получаешь по этим скидочным картам в продуктовых магазинах. Он так на меня посмотрел, побелел, как мел. Я ему говорю, ну, а что? Ну, ты же получаешь скидку.
Давай мы тебе не доплатим, например. Он говорит, это нерелевантное сравнение. Я говорю, подожди, нерелевантное сравнение. Давай разбираться, что релевантное, что нерелевантное. Чувак, допустим, реально вот он не доплачивает, например, 50% от проезда. Это 1500-1600 в год. Представь, у него 10 сотрудников, 16 тысяч в год. Просто не доплачивая людям. Ну, он выписывает, может, себе там, например, как премию. Я плохо о людях не думаю, да? Но я предполагаю, что может быть. Расскажи про транспорт. Вот Метронит в краю. Почему так часто во время движения слетаешь на пол сиденья, даже если нету крутых поворотов? Они как-то ездят рывками прям, вот реально. Вот он как-то, знаете, газ-тормоз, газ-тормоз, газ-тормоз. То есть нету плавности хода. Я не знаю, с чем это связано. Вообще автомобильная школа, наверное, культура хромает вождение. Что в России, например, или там в Южной Корее, ну в Южной Корее там другое, там они дрифтовали на автобусах тоже, но там не было таких рывков. А вот ты там что-то еще рассказывал про советские столовые. Да. И вот тут пишет комментарий. Щеня, что ты можешь знать про советские столовые? Ты тогда у папы еще в яйцах пищал. Давайте так, ребят, хамить не будем, начнем с этого. За хамство тоже можно получить. По поводу, что я могу знать, я застал постсоветские некоторые объекты, я застал некоторые вот эти все истории, особенно вот в школах постсоветских с вот этими преподавателями абсолютно совковым мышлением, которые нам рассказывали на уроках истории, как все хорошо, а мы выходили во двор, а там ну прям вообще вот эта картинка, она не билась с теми уроками истории, которые происходили, где дети там разбивали друг другу там коленки, зубы выбивали, там ну реально как бы это вот ну не билось с точки зрения реальности. Это вот как знаешь статистика официальная и статистика неофициальная, как бы ну так не работает. Обосрать можно все. И откуда ты приехал, и куда ты уехал, и где сейчас живешь. И собираешься снова куда-то, где хорошо в твоей фантазии. Но и то новое тоже будет обоссано, раз у тебя такой менталитет. Искусство есть ценить малое и благодарить за то, что есть. Не нравится? Собрал чемоданчик, поблагодарил за все хорошее и дальше. Я понимаю, что да, мы на эту тему, кстати, разговаривали с моей девушкой по поводу хороших стран, нехороших стран, где хорошо, где небезопасно, где безопасно и так далее, так далее, так далее. Мы прям сидели и разбирали прям. То есть понятно, что проблемы есть везде. Никто этого не отрицает. И понятно, что хорошее тоже есть везде. Вопрос в каких пропорциях и вопрос, борются ли с плохим. Я говорю о тех вещах, которых я считаю либо не борются с проблемами, либо борются недостаточно, либо делают вид, что борются. Если меня раздражает, что нет нормальной доставки, значит я буду об этом говорить, потому что это ненормально, когда человека дрюкают 2 недели сказками завтра, завтра, завтра. Если я считаю, что ненормально, когда людям говорят, что работайте 16 часов, потому что, ну вы же все равно в окне между кораблями 4 часа ни хрена не делаете в порту, типа сидите, ждете. Это не наши проблемы, что мы ждем. Это ваша проблема, что вы там что-то грузите, выгружаете, загружаете. Это наше время. Ты платишь за время, ты не платишь ежесекундно. Только за саму работу, да? Да, то есть ты платишь, допустим, если у тебя почасово, ты платишь почасово за часы, сколько часов находится на территории компании сотрудник твой. Если ты платишь глобальную зарплату, ты платишь глобальную зарплату. Есть такие, я знаю, от объема работы то, что они называют кабланут, например, там квадратный метр, подгонный метр. Но это совершенно другие ставки, совершенно другие деньги. Но если ты говоришь, что у тебя почасово, а ты говоришь, вы находитесь на объекте 16 часов, но по факту мы вам считаем по 12, ну это как бы такое тра-та-та, аплодисменты как бы, ну, нездоровая фигня. Я думаю, он все-таки скучает по деревянным туалетам на улицах, зеленым мухам, воне и ржавому гвоздю с куском газеты. Не гони, не ной, чувак. Израиль прекрасная страна. Хороший взгляд на вещи. Насчет прекрасной страна, я надеюсь, Алексей доедет до Хайфа. Я ему покажу дома, где живут люди в непонятных халабудах, самостроях. Это будет 4-я часть. Я хотел в 3-й части поехать, но не получилось. В 4-й части точно доеду до Хайфа, все сниму, покажу вам, как люди живут в Хайфе. Там стоит машина возле заброшенной школы, и уже, по-моему, сейчас снесли. И живет мужик в обычном седане. Даже это не автодом, не дом для кемпинга, а обычный седан. Он живет в этом седане реально просто по факту. Я сначала на это не обратил внимания, а потом мы что-то с местными разговорились, и по факту, ну, чувак там больше 4 лет живет уже реально в этой машине.
И непонятно как, что, то есть он там прям живет, готовит что-то там на газовой горелке, то есть ну вообще полный абзац. По поводу «Прекрасная страна», подойдите к румынскому консульству, прекрасная очень страна, там в Нижнем городе возле румынского консульства все время спит одна женщина бездомная прямо на ступеньках. И ни у кому не пришло в голову даже подойти к ней и поинтересоваться, почему она лежит на ступеньках каждый день возле румынского консульства вообще, что она там делает. Может, ей помощь нужна. Никто даже не задался этим вопросом. И возле Бетуах-Люме я постоянно вижу там бездомных, которые спят возле входов там и так далее, в парках, на скамейках там вот. Причем это рядом с ресторанами, где цены там по 200 шекелей, по 150, по 100. Это все как бы укладывается в одну концепцию. Такое ощущение, что Анатолий думает, что в Израиле все ему должны. Нет, нет. Нет в этом никакого ощущения, просто я плачу налоги по полной программе, плачу все вот эти вот истории. Функция государства осуществлять социальную защиту граждан, одна из функций. И обеспечивать, ну, как бы, много там факторов, экономика и социальные условия, медицина и прочее, прочее. Но одна из основных функций – это обеспечивать защиту граждан. В этом плане как бы государство, ну, есть нарекания, есть реальные проблемы просто. Такие, как 7 октября? Это тоже, это самое наглядное, то, что могло случиться. Просто это прям демонстрация того, что многие люди, которые должны были уйти просто со своих постов и сказать: извините, мы виноваты, они не ушли, мало того, так они еще говорят: мы не знали ничего, ничего не знаем. Что неправда, потому что девочки докладывали им. И об этом рассказывали много раз, что им докладывали, говорили, что ну, никто это не внял, и получилось то, что получилось. Я слушал все видео и не мог понять, про Афганистан идет речь или про Израиль. Ужас, конечно, что такое раздолбайство. Я думал, что в еврейском государстве будет по-другому. Нет, смотри, Израиль очень преуспел в пиаре, очень преуспел. Допустим, вот, например, есть такая программа, называется «Маса». Если бы я знал, например, об этой программе до приезда в Израиль, я бы, может, лучше по Масе поехал. У меня еще время оставалось поехать по Масе. Просто никто об этом не рассказывает. А тебе что, в Сахнуте не говорили? Нет, нет, в том-то и прикол, что никто об этом не говорил. Ни в Сахнуте, нигде. Понимаешь? То есть, как бы, конечно, они там сманеврируют и скажут, что, типа, вот, боевые действия, мы волновались за вас и поэтому. Ну, это все так себе, на самом деле, аргумент, потому что есть огромное количество программ, огромное количество разных фондов, которые на совершенно более таких лайтовых условиях привозят сюда репатриантов. Более того, дают им еще возможность обучения нормального на русском языке, кстати говоря, про учебные заведения сейчас отдельно скажу. И дают возможность социализироваться и интегрироваться. Чего в нашем случае в нормальном виде не было. Даже Центр Алии интеграции сотрудники не хотели даже нам помогать с поиском жилья в аренду в первое время. Хотя это их обязанность, как потом я узнал. Ну, расскажи про обучение, то, что ты хотел. Про курсы. Очень много бывает рекламы всякой. Включая даже такое, что реклама на русском языке, ты звонишь или там заявку оставляешь, тебе перезванивают и начинают с тобой говорить на иврите. Ты говоришь: ребят, вы объявление даете на русском языке, зачем вы его даете на русском, если вы говорите со мной на иврите? Ну, видно, там кто-то был русскоязычный, его, скорее всего, уволили, объявление осталось, посадили какого-то Васю, условно говоря, ивритовидного, который начинал там что-то там вот так и так и так и так. Очень много каких-то курсов, которые все хотят получить твой ваучер, но по факту там мало кто что обучает, и, ну, как бы сомнительные какие-то мероприятия. Никто не говорит, какие, например, организации, скажем, там вот колледжи, школы, можно получить под это ваучер, не можно, списки этих учебных заведений, реальный ли это диплом, сертификат, или это какая-то фейковая организация. Так а как проверить? Ну, там есть колледжи, кстати говоря, даже с очным обучением, которые обучают реально профессиям. И даже на русском языке есть. Но это надо садиться искать, очень много зумовидного обучения. Мой опыт, я нашел колледж, я долго смотрел, долго искал. Я нашел один колледж, который меня заинтересовал, и я очень долго смотрел, стоит, не стоит. И как бы решил связать свою там жизнь с этим колледжем, посмотрим, что из этого получится. Так а что за колледж, расскажи. Телеран. Это не реклама, это связано с программированием, Python. А почему ты решил стать программистом? Я давно к этому хотел идти, я еще в России этим интересовался. Но мои родители не понимали, что это такое. Они говорят: ну ты хочешь оператором ЭВМ быть? Нет, я хочу писать программы, сайты. Они говорят: мы не понимаем тебя. И как бы в России у нас с образованием в этой области вообще беда.
По крайней мере, в то время была. В Хабаровске? Да и в Хабаровске, и везде. У нас нету бизнес-образования в России. Нету очень много отраслей. Вот ты хочешь, допустим, отучиться, куда ты идешь? Ты идешь там авиационный какой-нибудь институт, который пилотов готовит, там строжайший конкурс и медкомиссия, как в космонавты. А здесь есть типа образование бизнеса? Здесь есть. Давай расскажи про историю с клуба. Потрясающая история. Я пошел в клуб, у нас клуб есть на районе, там один. Нормальный клуб, ничего особенного. Бывает нормальный саунд, бывает фиговый саунд. Зависит от диджея, который выступает. Ну, мелочи. Клуб обычный, клуб находится на Адаре, на крыше здания, наверху. И он работает по пятницам. Я там был уже несколько раз, там ничего сверхъестественного, музыка. Ну, с другом встретился, поговорили, выпили по чашке кофе. А с какими-то людьми перекинулись парой фраз. И все, я закончил, ну, как бы в 10 часов закрывается вся эта история. Я спускаюсь по лестнице, а там мозаика на стене красивая такая висела. А я вот, ну, люблю граффити фотографировать, мозаики. В этом плане мне нравится искусство. И я как бы, ну, так достаю телефон, решил сфотать мозаику. И тут я спускаюсь, и за мной чувачок тоже спускается такой и останавливается передо мной. Что на иврите начинает задвигать. Я думал, наверное, за мозаику сейчас начнется вот это вот, нельзя снимать, и все. Я говорю, слушай, not understand иврит. Он только напрягся, а такой подкачанный чувачок, видно как бы. И он на таком четком британском акценте такой говорит, you are gay or natural? Я так напрягся, а он прям подошел ко мне прям чуть ли не ближе. Я так на секунду задумался, он еще шаг ближе в мою сторону, нас вот такое расстояние разделяет. Ну вот. Он еще ближе ко мне шаг сделал, я так, ладошка так, not interest, sorry, bye, как бы. А первая мысль, которая у меня мелькнула, у меня же чашка была металлическая в руке с кофе. Я такой, блин, ну тут камеры везде, тут еще охранник над нами в метре. Я такой думаю, нет, ну не вариант, как бы. А пока я думал, он уже шаг ко мне сделал, еще ближе. Я уже так его отодвинул, говорю, стоп, родной, мне не интересно вот эта вся история твоя. Вот. И я как бы, 2 дня реально пребывал в каком-то легком шоке. Но я понимал, что я женщинам каким-то нравлюсь. Там реально видел, прям оценивают, смотрят. Ну, как бы прикольно, да, там. Но сам факт. Каким-то типам, чтобы я нравился, у меня в голову не приходило. Я бы не удивился, если бы я, знаешь, в этот момент, когда мы с этим чуваком вот разговаривал, я ему сказал, что мне неинтересно, 10 бы патриотов Израиля выскочили бы и сказали, ты не патриот, как так? Почему здесь патриоты одни геи, по-твоему? Я не сказал, что здесь одни, но просто понимаешь, как тебе сказать, это вот суть этого государства в некоторых аспектах. Если ты не будешь сопротивляться, если ты будешь замалчивать какие-то вот прям откровенно вопиющие какие-то дискриминационные факты или каких-то там прям реально давление и так далее, это государство тебя без смазки прям жестко во все места отымеет. А если ты будешь защищать себя, то ты не дашь себя поиметь в этой системе. А если будешь молчать, тебя будут иметь постоянно. Тебя будут иметь с неоплатой праздников, тебя будут иметь с неоплатой проезда, тебя будут иметь с какими-то там условиями изменения контрактов, когда вы договариваетесь на одно, потом они говорят, ой, мы забыли типа сказать. Не, ребят, так это не работает. Так не только государство, работодатели тоже. Но это, как бы, понимаешь, в сфере защиты трудовых прав здесь очень плохо все в этом плане. Доказать ничего нельзя, да? Нет, доказать можно, но это длится, во-первых, годами, а во-вторых, люди не знают своих прав, реально никто. Ты с ними разговариваешь, они просто как слепые котята какие-то. Они не знают, что там даже по регламенту какой-то определенный вес только можно подымать, допустим, человеку. А, на работе? Да. И выше этого нельзя поднимать. А люди этого не знают. Они берут мешки там с цементом, таскают их, срывают себе спины. И потом им не платят страховку? Не, и потом бегают, доказывают, что они там получили эту производственную травму, например. У меня знакомая девочка за 2 года потеряла слух. Я ей говорю, иди доказывай, что ты получила это на заводе, эту проблему. А там станки громкие, которые, прям реально громкие станки. Видимо, может, у нее до этого какие-то проблемы были. Ну и она пошла доказывать? Она доказала. Она доказала, но это тоже она там прошла 7 кругов ада. Пока она доказала, пока ее услышали. Реально вот бюрократия в Израиле, она хуже даже, чем в России. То есть там обложили себя бумажками, причем вот ты, например, хочешь подать документ в Битуах Леуми, форма номер 1 для одного кабинета, а вот ты пришел, например, там хочешь подать по социальной защите, форма номер 2 другой кабинет. А в каждый кабинет очередь надо брать?
Ну, как бы, допустим, строго по записи, там очень сложно доказать что-то, какие-то моменты. Есть, конечно, понятное дело, какие-то подставные люди, которые, знаешь, там хотят выплату получить и так далее. Ну, например, в моем случае я никого не обманывал, все по-честному было. Я рассказал, как было. А по поводу соцслужбы, это что, что-то другое? Это не Битохлеуми? Нет, соцслужба это есть социальные работники, которые от центра ЛИИ интеграции. Они об них тоже, кстати, не говорят. А они зачем? Они занимаются как раз защитой репатриантов социальной. Не детей? Нет, именно репатриантов, которые до 10 лет в стране. Они занимаются помощью составления документов, они занимаются, есть даже такая история, когда, например, там еду могут выделять, допустим, малоимущим семьям, там, знаешь, такая опция есть, может быть. А тебе выделяли? Но у меня был такой момент, когда там вот я в долги залез, мне привозили реально продукты некоторые, волонтеры вот. Приехали, привезли мне там мясо пару пачек, 30 яиц где-то там. Ты благодарен за это? Да. Ну, я не знаю просто кому сказать спасибо, волонтерам, или это от имени организации, или это совместно. Но это же не государственная тема. Я понял, что да. Видимо, какие-то есть волонтеры, которые реально помогают людям. Вопрос, что никто об этой помощи не знает. Борьба с бюрократией, это вот, наверное, самый такой простой пример, как мотивация. Вот вы боретесь с чиновниками, особенно, может быть, с глупыми чиновниками, может, с коррумпированными. Но ваше действие, ваша жалоба, ваш звонок, даже если они записывают разговоры ваши, это все равно действие. Даже если вы позвонили и стали прям предъявлять конкретно, ссылаясь особенно на законы какие-то, это, ну, серьезная история. Поэтому это вот пример, знаете, вот есть бетонная стена, а есть кувалда. Вот, допустим, вы боретесь с бюрократом, это удар кувалдой вроде в бетонную стену. Потом смотрите, там трещинка пошла. Значит, надо бить в эту трещинку. То есть никто кувалдой не снимет эту бетонную стену, кроме вас. Вами никто не будет заниматься. Кроме вас никто не будет интересоваться вашим здоровьем. Ваши компании, где вы трудитесь, например, объективно, ну вот, они говорят, типа, техника безопасности, надо в металлических носках ходить, там, ботинки строительные, например, на заводах, на некоторых. А по факту ноги убиваются в этих ботинках. И мне кажется, вреда больше в этих ботинках, чем реальной пользы и защиты ног у людей. Потому что, ну, там просто ноги от жары одуревают. Просто, когда вы что-то добиваетесь и хотите, например, себя чем-то побаловать, ну, это, ну, как бы реальный кайф. Вы добились результата, почувствовали этот результат. Это, ну, важно на самом деле. Важно вкладывать в себя, вкладывать в свое образование, вкладывать в какие-то вещи, которые вы считаете правильными. Если у вас есть дети, и дети разделяют ваши убеждения, вкладывать в детей, соответственно. Но как бы никто, кроме вас, с вами заниматься особо почти не будет. Здесь в этом плане очень жестокая страна, она не прощает ошибок никаких, особенно экономических. Если вы хотите чего-то добиться, вы должны задать себе несколько простых вопросов. Чего вы хотите? Как вы собираетесь этого добиваться и зачем вам это нужно на самом деле? Это такие базовые вопросы, но вы должны себе их задать, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Просто если вы даже эти вопросы не будете задавать и будете с утра до вечера работа-дом, как в фильме «Во все тяжкие», когда он там ездил, работа-дом, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Понятно, что там он был гениальный химик и нахимичил по полной программе. А вот про дискриминацию что ты хотел сказать? Это кишит в Израиле, это очень распространено. Причем они еще вот как-то себя ведут, вообще вот как-то вот эта вот хуцпаимщина, выражаясь ивритом, у них просто зашкаливает временами. Они хотят с ивритом, они хотят на низкооплачиваемой работе, чтобы вы работали, они хотят, чтобы это все происходило с 12-часовыми сменами. Был потрясающий завод хлебопекарни, без имен, без названий, там был убойный совершенно сюжет. Когда ты работаешь на конвейере, ты деградируешь, реально деградируешь, ты не успеваешь думать, ну и здоровье как бы у тебя ухудшается. Допустим, вот на заводах ты работаешь, у тебя постоянно эти ботинки с металлическими носками, ноги потеют, и как бы там нифига полезного в этом нет. Если вы сами не будете заниматься своим здоровьем, никто за вас это делать не будет. Государство на вас клало, вас любить будет только мама, любящая жена, если она хорошая. Может, еще пара друзей каких-то в хорошем понимании смысла этого слова, и все, как бы, кому вы дороги будут в этой жизни. Если вы сами не будете заниматься своим здоровьем, своим питанием, вы можете сколько угодно себя обманывать, говорить, что все хорошо, а потом сдать анализы и увидеть, что у вас там тестостерон ушел в минимальные значения, дофамин ушел в минимальные значения, а, например, кортизол у вас улетел в космос, и эстроген поднялся, которого вообще у вас там не должно быть, в принципе, в этой концепции. И объективно говоря, человек работает, я работал на пекарне, там была неделя день, неделя ночь,
Ну, достаточно тяжелые условия, ну, там оплачивали порядка там 11 тысяч, ну, даже больше, по-моему, выходил чистыми. Но там начались проблемы кадровые, поставили нового начальника, который решил показать, что круче него только вареные яйца и никак иначе. И, естественно, начал дергать людей на линии, одного там не хватает, другого там не хватает и так далее. Непонятно, что идет с подачей. Там, ну, как бы начали ухудшаться очень сильно условия, то есть сломался кондиционер, они такие, ну и ладно, как бы там жара, блин, когда от печки жар идет, пот бежит по спине везде, как бы, то есть, ну, начались проблемы. Но самое стрёмное в этой всей истории, там был один дяденька, но я на это внимание не обращал. А потом я начал с местными разговаривать, там был дяденька, который работал в охране, типа в вахтахе. И он приходил, там у сотрудников этой пекарни есть одна опция. Они могут получать каждый день 2 пачки булок. Обычные булки по 10 булочек в пачке. Они могут 2 пачки каждый день получать рабочие. Домой типа? Да. Ну, за счет завода просто как вот бонус, чтобы ты с голоду не умер в Израиле. И я, например, как бы и до этого к хлебомучным вот этим всем продукциям я не особо, ну, не люблю, не мое. А этот дяденька, он какой-то вот прям маниакальный. Он все время брал эти булки, ну, видимо, они у него дома заляживаются, уже как бы там он берет, куда он берет, зачем? Каждый день был? Каждый день. А потом, видимо, они уже начали плесневеть, он принес зеленые булки, это прям при мне было. Он принес прям зеленый пакет, вот прям зеленые плесневелые булки, я просто это видел. Он достал новые из солдатской упаковки, вот которые по 6 пачек в коробке, положил туда зеленые булки и отправил на упаковку. И я просто на это все смотрел, как бы я такой сижу, думаю, вот сидит какой-нибудь вояка в окопе, он открывает и достает ему там зеленые эти булки, держи, приятного аппетита. И что ты сделал? А что я сделаю? Он в охране, на камерах, если камеры какие-то там есть, он все потрет. Что я сделаю ему? Начальство в курсе было, до меня уже люди говорили начальству было все пофигу. При том, что это завод, хлебопекарня с прицелом на кашрут, на минуточку. То есть они позиционируют себя как кошерная еда. То есть халатность, да, такая была? Это не халатность, это какой-то элемент высокомерия какого-то, знаешь, самоутвердиться за счет других людей. Если ты ничтожество, но это не значит, что тебе хочется показать в агрессивной форме какой-то уровень социального неравенства. Просто если ты будешь показывать социальное неравенство в агрессивной форме, тебе покажут социальное равенство в суде просто и все. И так должно происходить, по идее, потому что, ну, просто солдат, получивший эти булки где-нибудь там, воюющий, он не знает, кто эти булки ему закинул. Ну, там, посмеются все хихоньки-хахоньки, приятного аппетита, ну, как бы, блин. Я думаю, солдату не по приколу будет эти булки там. Просто вредительство какое-то, вот оно вот есть в некоторых. Причем они как-то вот какое-то высокомерие, которое зашкаливает. Почему-то ты никогда не увидишь религиозных, которые работают там на уборке, например, на стройке. Я вот ни разу не видел. Даже там в роли начальников. Это не в упрек сказано, это просто констатация факта, например. Они как бы заявляют, что страна социальная, но по факту тут расслоение слоев такое лютое, что одни не знают, где денег найти, чтобы там продукты купить, а другие ходят, тратят десятки тысяч шекелей, и как бы их это все устраивает. Вот, например, депутаты Кнессета. Все взяли, зарплату подняли, и все там, десятки тысяч шекелей. Просто вот захотели. И зачем? Че, народ, что-то там, как-то избиратели, да, клали мы на этих избирателей, они, наверное, думают. И все. Как-то я звонил Коахадам по поводу работы. А я говорю, а что вы мне все предлагаете, вот всякую бериберду, что у вас нет нормальных каких-то вакансий, что ли, в Коахадаме? А что мне тетенька так прямо сказала, а вообще в Коахадамах нет нормальных вакансий, вы что, не знали? Я такой говорю, ну, как бы я думал, что там все-таки есть нормальные какие-то компании, которые, ну, как-то хотя бы нормальные условия предлагают. А Коахадам вообще, ну, в большинстве случаев, это, ну, не бюро по трудоустройству, это такой сливной бачок, извините за сравнение, куда вот самые страшные наниматели и работодатели, которые все знают, что это 100% вот фиговые, они уже просто не могут напрямую брать. Они вот посредственно через аутсорсинг, через аутстаффинг пытаются вот людей затягивать к себе на предприятия, куда-то там еще и так далее, так далее, так далее. А нормальные люди туда не идут работать через Коахадам? Нет. То есть, допустим, Коахадам это такое место, ну там бывают нормальные агенты некоторые в Коахадамах, которые могут среди вот этого всего вот трэша найти пара каких-то, ну, нормальных заводов, каких-то нормальных вакансий, и попадаются. Есть некоторые, которые вот, то действительно занимаются именно трудоустройством, а не воткнуть тебя, чтобы дырку закрыть в каком-то трэш-предприятии непонятного вообще формата. Так им же платят за это деньги. Понятно, но они не заинтересованы. Допустим, есть там завод какой-нибудь, не буду называть никаких имен. Все знают, что это завод фиговый.
Он у всех на слуху. Но завод уже, видимо, себя зарекомендовал среди всех как фиговый. Они думают, так, ага. Они звонят Колхадаму, неважно какому, говорят, смотри, так и так, слушай, мы людей не можем найти, у нас кадровый голод, и много платить не хотим, мы хотим за минималки, чтобы все вкалывали. Ну, Колхадам смотрит, чешет репу, говорит, хорошо, даем объявление, расписывает там красочными фотографиями о том, что это самый замечательный завод, самый прекрасный, лучшие условия, говорит исключительно о плюсах, не говоря о минусах. А потом наниматель приезжает на собеседование, вроде как бы все нормально, а потом начинает разбираться, а там, ну, по сути, каторга какая-то в чистом виде. То есть, зачем вы людей обманываете? У вас что, ни стыда, ни совести нету? Зачем время тратить потенциальных соискателей и так далее? Создайте нормальные условия. Если у вас на кухне есть кондиционер, значит, он должен работать, ребят. Потому что там стоит плита 6 комфорок, посудомоечная машина, от которой пары 100 градусов. И рядом стоит еще духовка, танур, то, что называется, на 200 градусов. И все такие, как терпилы, сидят и согласились, ну да, ну не работает. Что значит не работает, ребята? Сделайте, чтобы работал. Если не можете, вызовите мастера, который это сделает. Почему человек приходит на одни условия, а по факту ему говорят, ты будешь умирать в жаре в закрытом помещении, где вентиляции нет. Вот, ну это простой пример привел, это из жизни как бы. Так может денег нет у них на починку кондиционера? Это их проблемы, это не проблемы потенциального нанимателя. Ты будешь покупать кондиционер Васе какому-нибудь, если ты работаешь у него в ресторане, вот ты будешь покупать? Наверное, нет. Я не буду покупать ему кондиционер за свой счет. С какого подуна? Если бы я был акционером этой компании, у меня была бы доля, там, не знаю, 5%. У меня какая-то мотивация была бы вкладывать свои деньги в это. Я никакими долями не владею, как бы простой наемный сотрудник, почему я должен вкладываться в чужую собственность в этой ситуации? Объясните мне, с каких бодунов? Так ты ушел, а остальные остались работать? Это их проблема. Причем выяснилось, что там кондиционер работал, оказывается. Так его не хотели включать просто? Ну, там они сказали, что, типа, ну, у нас работает плохо, типа, там. Так они экономили деньги просто на кондиционере. Это их проблемы. Создайте условия. Ваша задача по договору обязанностей сторон, права обязанностей сторон, создание условий. Просто, ну, объективно, раньше я, допустим, смотрел на это с каким-то пониманием, на этих всех людей. Я думал, что у них какое-то человеческое что-то в них есть. Потом я просто после всех этих издевательств озверел окончательно. Я начал отзеркаливать. Ты мне, я тебе. Угол падения равен углу отражения. Отзеркалить можно так, что ожоги получите, как бы. Это, знаешь, это шутка есть такая. Чем отличается алия тыквенного латта от колбасной алии? Чем? Колбасная алия везде сует свою колбасу, куда ни попадя. А алия тыквенного латта горячая, обжечься можно очень. Все, что говорил герой, понятно. На самом деле все намного хуже и страшнее. Но что сделал герой выпуска для защиты своих прав? Обращался в органы, в суд? Я хотел изначально, да, подать в суд. Я не рассчитывал, что какие-то выплаты будут. Я на это вообще не рассчитывал. Я рассчитывал на то, что будет, скорее всего, суд. И, скорее всего, по суду я эти деньги добью потом. 100%, потому что, ну, отступать некуда, меня приперли вот так со всех сторон, я такой, ну, окей, ладно, как бы все хорошо, я озверел просто в крае, на эмоциях, на адреналине, и начал уже общаться на таком отложенных платежах языке, как бы просто процесс идет, я не хочу сильно смещать акценты в эту сторону. По результатам уже суда будет ясно, что именно рассказывать. Я скажу об этом в следующей серии. Мне должны были, по идее, на момент того, что я застрял вот в этой всей ситуации, выплачивать компенсации. А компания, в которой я работал, она никакие документы давать не хотела. Более того, она отрицала факт, что я числился в этой компании. То есть там вообще полный беспредел. Месяц один они не посчитали. Там она меня и увольнять не увольняла, и работать не давала. А Рафета Сукати мне морочил голову это время и не давал мне вообще никаких возможностей. То есть я и выйти не могу из этой хевры гребаной никуда, потому что с меня требуют Рафета Сукати. И на биржу не могу встать, и не могу никуда устроиться, потому что я там числюсь юридически. И как бы, ну, вообще полный абсурд, как бы, ситуации. Окей, ты типа из-за этого попал в долги? Ну, я попал в долг минус где-то 20 тысяч примерно. А разрешенный был минус у тебя? Ну, я за пределы вышел, там разрешенный был, по-моему, что-то около 15, я в долги залез из-за этого всего. Ну, как бы я просто уже насмерть стал, то есть прям реально насмерть. Я очень сильно осерчал чиновникам, я прям начал заколупывать их звонками телефонными. Именно, оказывается, есть структуры, которые, например, помогают новым репатриантам до 10 лет в стране.
Это их прямая функция. Помогать репатриантам в таких ситуациях, помогать им какие-то документы. Это их прямая обязанность. Просто они это скрывают, во-первых. Во-вторых, говорят, это не наша проблема, и вообще мы ничего не знаем. А как ты понял, что есть такие структуры? Ну, я это понял, потому что я сначала столкнулся с волонтером с одним, который помог мне составить часть документов. А потом я просто начал на них наседать и говорить, ну, я же плачу налоги, как бы, по полной программе, ребят, какого хумуса здесь происходит, как бы, в этой ситуации? Вы что вообще себе позволяете? Вели себя абсолютно нагло некоторые чиновники, просто там, я вот с ними встречался, просто там. Что говорили? Пытались, вот Рафета Сукати, вот этот вот так называемый, даже пыталась угрожать мне депортацией, когда это вообще не в твоей компетенции, кто ты такая вообще. А, да? Да, то есть настолько беспардон, настолько безнаказанно они себя ведут в этих вот организациях, некоторых больничных кассах, что их просто завтра можно... Что за хрень вообще происходит? Занимаются люди расовой дискриминацией, занимаются всем. Вот ты хотел что-то рассказать веселое про Битуах Леуми. О чем это было? С Битуах Леуми было весело, когда мы начали посещать все это. Битуах Леуми мне отчасти компенсировал все эти сюжеты. Но там было как? Я пришел, я же никуда не мог дозвониться. Я звоню в центр интеграции, звоню туда, звоню сюда, пытался в Хистрадрут обращаться, пытался обращаться в разные организации. И у меня два документа противоречащих друг другу, и все говорят, типа, все правильно. Я говорю, в смысле все правильно? Как это два документа друг другу противоречат, и все правильно? Так не бывает. И я просто озверел после этого в какой-то момент. И случайно так получилось, я попал на ярмарку вакансий. В Хайфе у нас там проводилась, на стадионе. А я пытался дозвониться в центр интеграции по поводу бесплатного адвоката и так далее. И никто трубки не берет вообще. Просто вот как на кладбище тишина. И тут я встречаю из центра интеграции одного там человечка. Прям стойка у них, центр интеграции. Говорю, знаете, а я до вас дозвониться ни до кого не могу. Мне говорит, да что вы говорите, какая глупость? Я говорю, вот я тоже думаю, какая глупость, вы же всем помогаете репатриантам, заботитесь о них. А меня просто разрывает от эмоций разных таких, ну не совсем положительных в этот момент. Ну и я как бы выкатил эту всю историю, мы потом пошли, они меня записали к социальному работнику, я пришел к социальному работнику, стали разговаривать, они стали меня спрашивать, что, да как, да что. А почему вот у вас там с некоторыми людьми, там, например, какие отношения? Я говорю, ну у меня с колбасной алией плохие отношения. А там сидела израильтянка одна и женщина, которая переводила. Она говорит, она не знает, что такое колбасная алия. Ну, так переведи, что такое колбасная алия. Мартаделла, алим хадашим, мартаделла. Она так напряглась сразу, поняла, что как бы, ну, мартаделла, понятно, что тут не надо объяснять было, что такое колбасная алия. Человек понял, потому что она говорит, если ты не скажешь, я сам объясню и на английском языке. В общем, я пришел к ним, когда начали разговаривать, собирать документы. Одна встреча, вторая встреча, мы обсудили, там подали заявку. Мне волонтер один помог, очень благодарен ему за это. То есть никаких адвокатов мы не нанимали, потому что адвокаты все хотят, дай бабок, и мы поможем. Я говорю, ребят, давайте вы сначала что-то там приложите, какие-то усилия, а потом мы про какие-то бабки будем говорить. Ну и в какой-то момент они там приняли решение. Там мне Битуах Леуми компенсировал моральные издержки отчасти. Ну скажи, как ты закрывал минус? Ну как, мне зашла вот сумма, то, что есть такая штука в Битуах Леуми, которая называется ретроактивная выплата. Слышал когда-нибудь такое? Вот я не слышал, и ни один адвокат, с которым я разговаривал, не сказал об этом. Эта сумма выплачивается за год, за полтора, за полгода, за 2 года. А там комиссия сама решает, Битуах Леуми, сколько времени проходит. Так а за что тебе выплатили? Ну, там по состоянию здоровья некоторые особенности, плюс я еще вот то, что там после ракетных ударов и прочее, ну, как бы ладно. И ты типа инвалидность какую-то получил? Ну, это тоже, да, но одно другому не мешает, как бы я могу работать. И комиссия, самое главное, Битуах Леуми, она дала письменное заключение о том, что причиной увольнения эта сложность не является, и можно было спокойно работать, и так вести себя, ну, вообще нельзя было. Потому что Битуах Леуми это что за структура? Это центр национального страхования, ну, центр соцзащиты, грубо говоря, который занимается социальной защитой граждан, правильно? А ты звонишь в Битуах Леуми, а там русскоязычные бабки, колбасная алия, начинают тебе говорить, а мы не занимаемся социальной защитой граждан. Я говорю, в смысле мы не занимаемся? А за что я деньги вам плачу, зарплаты каждый раз? Как бы вот, и ты начинаешь с ними ругаться.
Там был потрясающий прецедент, когда на заводе там была ситуация, тоже сейчас расскажу. Там была одна тетенька, наглейшая просто, она ходила, чистила офисы. А там при столовой был туалет. А столовая была, ну, обычная столовая, и туалет был рядом. Сказала, у вас там свой туалет, как в фильмах в американских, когда черных мурыжили, короче говоря, белые. Я прям почувствовал себя. Я говорю, слушай, а где написано, что это вообще туалет для каких-то там левых чуваков, блин? Стали разбираться. Я пришел в офис к этой начальнице, к ихней туда, стал разговаривать с ней. Она мне говорит, ну у вас же типа свои туалеты есть? Я говорю, туалеты, смотри, в одном туалете у нас унитаз есть, там накладок никаких ни там нету, хрен с ними, с накладками. В одном нету даже двери. Просто двери нету. А в другом есть, но там вообще она не закрывается. Там ни ручек, ни хрена нету. То есть, чтобы ты понимал, даже если на карты я туда сяду по типу солдатского формата, ну там дверь не закрывается. Ты что хочешь вообще от меня? Мы стали ругаться. Она говорит, нет, это туалет для сотрудников офисных. Я говорю, хорошо, открываем закон о доступе в общественные места. Закон там 90 какого-то второго года, бородатых годов. Недоступ в общественные места на территории там, предприятия там, или еще чего-то. Штраф 50 тысяч шекелей. Она посмотрела, а мы там сразу забили в чате GPT или где, я уже не помню. Там, спасибо разработкам. 50 тысяч шекелей оказалось очень весомым аргументом. Мы этот вопрос о дискриминациях и недоступах в туалетах закрыли. Ну, такой вот дебилизм реально был на некоторых предприятиях. Это вот факты рассказывал из жизни. Я не думал, что я с таким столкнусь вообще в Израиле. Прикол. Это не прикол, это реальная ситуация. Другая ситуация была в другой компании. Там, например, я работал, тоже там была ситуация. Там у них, короче, в компании был спортзал на цокольном этаже. А там сотрудников не так много, спортзал бесплатный, как бы. Ну, там такой захудалый спортзал, 2 тренажера, десяток гантель, пара гирь, 2 беговых дорожки, в принципе, и все. А, ну и штанга, груди сжать с блинами. Там какая-то начальница увидела, что я там занимаюсь в этом спортзале, пожаловалась. Там начальнику он начал такой, вы не можете посещать этот спортзал, потому что у вас нет страховки, лоботух. Я говорю, почем здесь страховка вообще, старина, ты что-то... На заводе? Не, это другое предприятие уже было. Это уже когда я ушел с завода. Я ему говорю, подожди, какая страховка, что ты несешь? Ну вот вы работаете так, а у вас, короче, типа нет расширенной, что-то там начал мне там рассказывать. Я ему говорю, смотри, хорошо, давай вот с меня возьмем объяснение, что я Иванов Иван Иванович, условно говоря. Даю свое согласие, что я осознаю ответственность на занятиях, спортивных тренажерах, там то. И снимаю ответственность моего там нанимателя в случае там получения каких-то там проблем. Он говорит, нет, так нельзя. Я говорю, в смысле так нельзя? Он на английском со мной разговаривал, мы с ним разговаривали на английском всегда. Тогда дело не в страховке получается. Он стоит, кивает. Я говорю, discriminated state. Он такой кивнул, так напрягся, как бы. Он такой, не, лоботух, все, типа, нет страховки. Я такой, ну ладно, нет страховки, нет страховки. На следующий день приезжает груз, коробки тяжеленные, килограмм по 20. Он мне говорит, ну что, типа, давай, надо делать. Я говорю, нет страховки, 20 килограмм тяжело, у меня сейчас поясницу заклинит, нет страховки. Больше коробки я никогда не таскал, он таскал эти коробки самостоятельно. Нет страховки, лоботух. Discriminated state, блин. А он же не может сказать, что я занимаюсь расовой дискриминацией. Он же не может так сказать. Потому что это же надо будет признать, что он расист. Он, по сути, если он подписывается и говорит, потому что мне ни одного документа так и не показал про какие-то страховки, я его просил документ, хоть один мне покажи, хотя бы там в электронном виде. Он же ничего не показал. Это вот такие наниматели у нас тут. Была еще одна хевра в порту. Я пришел в порт устраиваться, думал, в порту поработаю. Ага, сейчас там что-то обещали какие-то там 60 шекелей, короче, что-то там почасово. Я прихожу в порт, сидит, короче, тип какой-то, стали разговаривать с ним. Он мне говорит, ну типа работа 16 часов в день. Я говорю, подожди, ну как 16? Ты как вообще? Ты с законодательством как ты дружишь вообще, дружище? Ты как вообще? Нормально все у тебя? И он сказал такую вещь, я просто офигел от такого. Он говорит, ну как? Ну там вот, допустим, вы чистите судно, а я представляю, судно там под палящим солнцем, раскаленный металл, я примерно представляю. Он говорит, и там же у вас есть окно 4 часа, вы же все равно ни хрена не делаете. Я говорю, старина, ну я на вашей территории работодателя, я не у себя дома в джакузи там или где-то там с девочками в клубе или там, я не знаю, на дискотеке. Ты как вообще, в адеквате как бы, чувак? Я свое время личное трачу. Я могу точно так же сказать, охранники сидят в будке в какой-то и ни хрена не делают. Сидят в камеры, смотрят. Что значит ни хрена не делаете? Он говорит, ну, наверное, вам эта вакансия не подходит. Я говорю, ну, конечно, не подходит. Это как бы, ну, мягко говоря, не по закону. Так, по большому счету. А сколько платили за такую работу?
За такую работу они предлагали что-то там 700 шекелей в день, короче. Ну, то есть 16 часов ты должен находиться полностью в порту. Типа там окно 4 часа между там какими-то процедурами. А кто работает в основном? Ну, я так понял, что русскоязычные, но не только русскоязычные, и украинцы, и какие-то молдаване там были. Русскоязычные и украинцы это не одно и то же? Ну, там разные были, там и молдаване были, я вот как бы... Ну, я посмотрел, я понял, что там какие-то каторжные условия, просто я сказал, не, ребят. Ты закрыл долги, ты научился с этого чему-то? Ну, во-первых, людям доверять нельзя многим. А во-вторых, объективно говоря, ну, как-то надо, даже если ты рассчитываешь бюджет, даже если ты прикидываешь, сколько ты по приходу получаешь, сколько у тебя расход, все равно очень много внешних факторов. Ну, самый простой пример, ты работаешь на заводе где-нибудь, и у тебя почасовая зарплата, и просто начинается война, и несколько дней вам даже там не оплачивают. Типа оставили вас дома или что? Да? Нам, например, на заводе оплатили, но они оплатили по минималке. Я не знаю, вот, кстати, вот мне интересно там вообще в законе, как вот эта история регламентируется. Очень много дней теряется, например, ты можешь прикидывать там рабочие недели, прогнозировать, потом выпадает какой-нибудь праздник на неделю, с которой оплачивается только первый и последний день, а остальные дни ты как бы непонятно как. То есть вот очень много в этом смысле проблем, которые есть на местах. Например, закрыли аэропорт, и ты никуда не выйдешь, все. На эту тему все шутили, и израильтяне тоже, что выбрались из Египта, чтобы вернуться в Египет и вылетать из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Как бы, а по факту получилось так, что аэропорт Бен-Гуриона закрыт, ракетные удары и обстрелы. И люди поехали в Шарм-эль-Шейх, чтобы вылететь за границу в Европу. Расскажи вот свои впечатления за 3 года об Израиле. Смотрите, вот как бы, ну, мои впечатления за 3 года от Израиля, что, наверное, так подвести итог. Первое, я стал плохо спать, и спать стал теперь только с повязкой на глазах, потому что я не могу уснуть без повязки, не знаю почему. Второе, я в Израиле почему-то очень полюбил, наверное, отдых на море, вот что-то связанное с этим. Это ты любишь в Израиле, правильно? Отдых, например, на море, пляж, купание в море, мне почему-то понравилось. Как бы, ну, в России не так. В России море все-таки, например, во Владивостоке, оно как бы тоже море, но там такая вода мутная. Да, оно есть, но оно всего несколько месяцев, там буквально месяц, может, 2. В основном моря холодные в России, там нету теплых морей таких. Так, а как же юг России, Краснодарский край, вот это все? Как бы Краснодарский край, как бы да, но там такие условия советского уровня. То есть как бы база вся, она была в то время советского. То есть там пансионат какой-нибудь, какая-нибудь тетя Люба, советские кровати, советский холодильник, дай бог. Это из плюсов, наверное. Ну, люди здесь, конечно, далеки от идеала. Но опять же, есть люди, которые реально помогают. Их единицы, но они есть. Если кому-то надо там, в помощи, например, там, с Битуах Леуми или еще что-то, я могу дать контакты людей, которые, ну, реально занимаются этим, если у вас есть проблемы. В Хайфе или вообще? В Хайфе. Что мне нравится еще? Мне нравится, что какие-то продукты здесь радикально дешевле, чем в России. Например, Ну, например, красная рыба. Сейчас она стоит совершенно невменяемых денег, неадекватно. в России? Да. А здесь сколько стоит? Здесь дешевле. Мы сидели, считали салмон, мы считали по граммам, по килограммам. Икру красную считали. Получается, что здесь даже дешевле, с учетом всех доставок и всего, чем в России. Ну, в России просто они 3 шкуры снимают с местных, они местным продают в 3-4 раза дороже, чем это реально стоит. А на внешний рынок они по рыночной цене продают. Там очень большая монополизация рынка каких-то товаров и так далее. Наверное, из плюсов мне нравятся какие-то моменты, связанные больше... Ну, Даркон, как бы, хоть он у меня и есть, я его ни разу еще не использовал с точки зрения поездок куда-то. А почему? Ну, времени не было, работа... Или денег нет? Нет, деньги, кстати говоря, я решил вопрос, слава богу, с деньгами. Ну давай, что еще расскажешь? Короче. Хотел, наверное, еще сказать, разыграть какой-нибудь приз, А, точно, давай. как вариант. Смотрите. Какие у тебя условия розыгрыша? Самую интересную какую-нибудь историю или комментарий из жизни в Израиле. Самую плохую, наверное, историю. И самую хорошую. Кто напишет самый лучший комментарий по этому поводу. Из жизни, не из каких-то СМИ, а из жизни. Я человеку смогу реально подарить футболку. Это не мерч с точки зрения вот, продвижения своего какого-то бренда. Это история про то, город, в котором я вырос. Потому что некоторые там сомневались в еврейском происхождении моем.
ставили под сомнение. Я никому ничего не должен. Там особенно УАЗик очень хорошо смотрится на фоне. Виден в кадре. Так скажи, что это за размер футболки хотя бы? Размер L-ка, кому интересно. Мне интересно, что люди расскажут от себя, что они могут озвучить. Так а по какому вопросу? Про Израиль, про репатриации, про программы какие-то. Потому что очень часто люди, не говорят о каких-то программах, а их очень много по репатриациям. То есть кто напишет самую интересную историю, трешовую или волшебную, чудесную, от Анатолия Презент. Разыграем в начале 4-й части видео с Анатолием. Полгода у вас есть, короче, плюс-минус. Да, то есть все-таки я считаю за то, что гласность, она, наводит луч света там, где темно и кажется, что страшно. И в этом смысле, наверное, я больше, скорее, либерал в этом плане. Но одно не исключает другого. Я в этом плане и на демонстрации ходил разные, лукавить не надо. Ну все тогда, Анатолий, встретимся в 4-й части. До следующего. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.